Всем привет! Это вторая серия видео, которая посвящена правильной и грамотной планировке. В первой серии я уже рассказывала вам о ментальных проблемах, которые могут вам помешать сделать красивое и правильное пространство. А во второй серии я вам расскажу пошагово, что необходимо делать, чтобы у вас было красивое, грамотное, правильное пространство. Поехали! Первый шаг, который мы делаем, это покупаем лазерную рулетку, любую, самую дешевую. Я работала на разных, они все достаточно корректно измеряют, и не нужно переплачивать за какие-то дополнительные функции, которыми профессионалы-то не всегда пользуются. При этом не жалейте вот этих средств, эта лазерная рулетка пригодится еще 800 тысяч раз за весь ремонт, поэтому смело ее покупайте, и не нужно носить с собой вот эти металлические рулетки, которые часто используют строители. Если вы меряете большие, широкие стены или какие-то пролеты, она может провисать и добавлять вам дополнительные сантиметры и добавлять вам каких-то измерительных искажений. В общем, покупайте, не бойтесь, это первый шаг, который вы должны сделать, прежде чем начать работать над своей планировкой. Второй шаг. Вы берете эту лазерную рулетку и обмеряете все пространство вашей квартиры или дома. Очень тщательно обмеряйте все высоты, все размеры и все длины. И потом вы эти размеры переносите либо на миллиметровку, либо вы вбиваете в Гугле бесплатные программы для планировки квартиры. Выбираете среди них для себя самую удобную и делаете планировку там. Вбивайте все эти размеры там, в этой программе. Только так у вас не будут стулья размером с чашку, ванны размером с раковину, и вы не будете тешить себя надеждой, что в вашу одну комнату влезет и бильярдная, и будуар, и гардеробная, и все на свете. Лучше все сразу делать корректно. Шаг третий. Прежде чем бросаться со всех ног и начинать чертить, вам необходимо знать основные юридические нормы и правила. Нельзя переносить кухню на территорию жилой комнаты, но можно объединить кухню с гостиной, если у вас электрическая плита и кухонная часть остается там же, где и должна быть по планам БТИ. Расширять кухни и санузлы можно только за счет нежилых помещений, например, коридоров, гардеробных, прихожих. Надвигать санузел на зону кухни или наоборот, или вообще их менять местами нельзя. Тут, конечно, есть свои исключения из правил, например, двухэтажные квартиры, квартиры с газом, квартиры на первом или последнем этаже, апартаменты. Поэтому, если у вас такие или другие частные случаи, вам необходимо узнать все о вашем типе жилья, что разрешено или запрещено именно вам, и только после этого создавать планировочное решение. Шаг четвертый. В идеале все пространство вашего будущего дома должно делиться на две зоны. Это общественная и приватная зона. Общественная зона – это те комнаты, где вы проводите время всей семьей, где вы встречаете и собираете гостей. Это гостиная, кухня и гостевые санузлы. Приватная зона – это ваши личные покои, место, где вы можете уединиться. Это спальни, детские, гардеробные и санузлы при этих комнатах. Шаг пятый. Когда вы распланировали комнаты в помещении, сделайте очень простое упражнение. Присвойте каждому члену семьи свой цветной карандаш, и пусть он прочертит на этом плане траекторию своего движения. От момента, как он проснулся, пошел в туалет, потом оделся в гардеробной, потом дошел до кухни, собрался на работу в утреннее время и в вечернее время, когда он пришел с работы, и вот по каким комнатам он будет ходить. Таким образом вы сможете сделать очень грамотный анализ траектории перемещения по квартире, и вы поймете все минусы и плюсы вашей планировки. Поймете, не наступаете ли вы, например, чистым махровым тапком, выходя из ванной в коврик прихожей, где у вас скоплены грязные ботинки. И подобные минусы вы сможете прожить в этой планировке еще до того, как вы реально все там обустроили. Это очень полезное упражнение. Шаг шестой.
Это мебелировка. Я обычно совмещаю 6-й и 5-й шаг и работаю с ними вместе. У меня план квартиры выстраивается согласно всем стенам, мебели, и если необходимо где-то добавить дополнительный проход, потому что по эргономике там мало места, если необходимо что-то где-то сузить, расширить, то я сразу двигаю все и видоизменяю это вместе. Но это не всегда может получиться, и для этого необходим определенный опыт. Поэтому, если у вас не получается делать вместе 5-й и 6-й пункт, то вы следуйте просто этой инструкции. Сначала 5-й шаг, это вы вычерчиваете все стены всех комнат, и потом 6-й шаг, это мебелировка. И когда вы приступаете к мебелировке, здесь есть очень простой, но основополагающий принцип. Принцип равновесия. Представьте, что у вас есть комната, которую необходимо заполнить мебелью, и пол ее в центре балансирует, ну, например, на пальчике. Ну, вот так вот. И вам необходимо этот пол заполнить мебелью таким образом, чтобы габаритная мебель не перевешивала этот пол вправо или влево. Рассмотрим пример. Вот гостиная. Самая популярная планировка гостиной в нашей современной России – это вот такая. И здесь есть явные перекосы и дисбалансы. Но если подумать, как еще можно сделать красиво эту планировку, так, чтобы она была гармоничной и в ней было приятно находиться, чтобы не было никакого давления, то это, например, вот такой вариант. Достаточно хороший, сбалансированный, и он совершенно по-другому будет ощущаться. Вы будете приходить туда совершенно в другое пространство. Профессиональный дизайнер или архитектор в голове уже перебирает и хорошие, и плохие варианты и предлагает вам только хорошие. Но если вы взялись за самостоятельное проектирование, вам необходимо будет все эти варианты перебирать самостоятельно. И здесь не нужно бояться испачкать бумагу или начертить слишком много вариантов в программе. Вам необходимо перебрать как можно больше вариантов, чтобы найти оптимальные и наилучшие варианты планировки, которые бы удовлетворяли и ваши потребности, и функции, и были красивыми и гармоничными, соблюдая вот этот принцип. Шаг 7. Еще один принцип, который вы должны знать, прежде чем приступать к планированию собственного пространства, звучит следующим образом. Открывая дверь, попадая в любое помещение, вы должны встречать взглядом красоту. То есть, открывая, допустим, дверь санузла, первое, что вы должны видеть, это красивая раковина с большим красивым зеркалом и, например, 2 бра по бокам. Либо какую-нибудь отдельно стоящую ванну в арке. В общем, это могут быть любые виды, которые доставляют вам удовольствие, на которые вы хотите смотреть. Но, например, не унитазы, биде, что-то такое. Некоторые вещи, в общем, лучше отодвинуть на второй план. Этот же принцип касается таких помещений, например, как коридоры. Если вы идете по длинному узкому коридору, или, может быть, не очень длинному и не очень узкому, но все равно коридору, в конце пути вас должна ждать какая-то красота. И вы должны идти по этому коридору, наслаждаясь видом, допустим, красивого консольного столика, картин, бра, подсветки или еще чего-нибудь, каких-то декоративных элементов, которые вы любите, которые вам нравится. Шаг 8. Существует еще один принцип, который помогает создать комфортное, именно психологически комфортное пространство. Принцип контроля помещения. Каждому человеку подсознательно необходимо понимать, кто входит в помещение, в котором он находится или, например, расслабляется. И так, располагая мебель, вам необходимо учитывать ее расположение таким образом, чтобы расслабляющийся, например, на диване смог увидеть, кто входит в гостиную. Или возьмите на вооружение планировки гостиничных номеров. Они уже проверены временем, они очень комфортны для постояльцев и вообще для планировки спальни.
когда с кровати, лежа у изголовья, человек, особенно не поворачивая голову, может видеть, кто входит в это помещение. Вот только-только дверь открылась и только-только нос показался. И чтобы он сразу понял, что это сосед, там дикий мамонт, тигр или какой-то добрый друг. Вот при таком расположении, при такой планировке у человека возникает очень комфортное и расслабленное состояние. Другой пример – кабинеты. То же самое касается кабинетов и вот этих вот самых популярных планировок, когда стол упирается в стену и сидящий смотрит в стену и в монитор. И больше ничего перед собой не видит. И если кто-то входит в помещение, ему необходимо оглядываться, оборачиваться и кого-то там искать, чтобы понять, а кто это вошел. Если есть такая возможность, стол все-таки стоит развернуть ко входу, к входной в это помещение двери. 9-й шаг. Если вы уж решили самостоятельно планировать пространство своего дома или своей квартиры, обязательно почитайте книги по эргономике, либо всегда используйте здравый смысл и вдумчиво относитесь к планировке, которую вы придумали. Например, задумайтесь, удобно ли вам будет, проходя сквозь дверные проемы, которые вы напроектировали, подходить к холодильнику с полными сумками из, допустим, гипермаркета. Удобно ли вам будет разгружать эти продукты в холодильник? Достаточно ли вам будет места между, например, кухонным гарнитуром и барной зоной? Сможете ли вы воспользоваться шкафчиками и открыть их? Ничего ли вам не помешает? Откроется ли у вас духовой шкаф? Сможете ли вы им воспользоваться и при этом не сесть на барный стол? Удобно ли вам будет, выходя из душа, дотянуться до полотенцесушителя и взять полотенце? И не будут ли у вас, например, двери вот так вот друг от друга биться? В общем, вам все эти вопросы нужно как бы продумать, прожить в этом интерьере. И сейчас я вам дам несколько шпаргалочек. Вы нажимаете на стоп, сохраняйте их себе, и я надеюсь, они вам помогут. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с тем, кому это может быть сейчас актуально. И до новых встреч, пока-пока!